Ребят, всем привет! С вами Норильский канал Автовоевода. Продолжаем восстанавливать нашу BMW. И сегодня речь пойдет об устранении течи в рулевой рейке. Без снятия самой рейки. Почему без снятия, сейчас объясню. Какие там нюансы. Усаживаемся поудобнее. Наливаем чаек, кофеек. Подписываемся, кто еще не подписался. И погнали! Итак, ребят, почему без снятия рулевой рейки? Бывают случаи, когда бежит только один сальник, и это правый сальник по ходу движения автомобиля из-под правого пыльника рулевой рейки. Так как здесь достаточно вынуть стопорное кольцо, и втулка, центрирующая с сальником, выйдет наружу. Нужно, соответственно, тягу выкрутить, рулевой наконечник. Но я бы просил не обольщаться, потому что вот здесь, видите, шток рулевой рейки, зона работы сальников, выглядит еще более-менее. То есть здесь можно подкинуть сальник. Но если здесь будут раковины, прямо дикие, глубокие, ржавчина, которую нужно будет сошлифовывать, тогда уже этот способ не подойдет. Здесь у нас вот, видите, машинка досталась в каком состоянии. Сальники просто были убиты. Вот все в мокроте. Здесь вот даже видно, что капля. Вот бежал сальник. Здесь просто зимой порвало пыльник и снегом, льдом продрало сальник. Сливаем маслицо с гидрача, так как жидкость у нас все равно вся вытекет. Ее нужно будет заменить, потому что неизвестно, что там. Вон темное все. Сольем жидкость, выбьем с поворотного кулака наконечник. И уже. Но с этой стороны нам придется тягу открутить, потому что мы сальник не вытащим. А с этой стороны достаточно будет просто наконечник выбить, и новый пыльник зайдет через наконечник. Приступаем. Ребят, если с этой стороны текет сальник, то выбора нету. Нужно будет обязательно демонтировать всю рейку, потому что он расположен, второй сальничек, чуть ли не вот здесь. И невозможно до него добраться, не снимая рейки. У меня есть видосик, ссылочка будет где-то наверху, где я на Шкоде Фабии снимал рейку. Быстро ее снял. И, соответственно, показал, какими приблудами самодельными можно выдавить и центральный сальник, и боковой. Итак, выколотили наконечник. Конечно, тут пришлось поплясать с бубном. Пришлось снять колесо. Тут маленько поддонкратить. Тяга убитая в ноль вообще. И принял решение, что нужно менять наконечники и тяги с обоих сторон. Думал, только обойдусь заменой пыльников и заменой сальничка правого. Ребят, ну вот, с криком кия выкрутил обе тяги. Вот здесь нужно придерживать. Но здесь сделано под спецключ, под наклоном риска. Я придерживал просто газовым ключом. Это место как бы на сальник не влияет. Здесь ходит валораспределитель. И вот здесь газовым ключом придерживал. Вот эта тяга вообще, пальцем даже люфт чувствуется. Здесь на 32 гаечка. Вот эти вот грани. Теперь нам нужно достать вот тут стопорное кольцо. Вот оно. И вытащить втулку. Кстати, то, что сняли колесо, нам это сыграло на руку. Здесь сейчас для маневра больше места. Чтобы сейчас вот это стопорное кольцо снять, нужно, конечно, повыкобениваться.
Здесь, ребят, нужно обязательно придерживать, потому что можно шток рулевой рейки так провернуть, что убить валораспределитель, который ходит вот по этим зубьям. Вытащил это стопорное колечко. Капец, обматерил всех, наверное, немцев. Жестко. Вот тут. Так, фокусируйся. Вот тут есть воздуховодик такой. Вот за него цеплялся. И грайвером еще ямочку сделал. Вот этот грайвер не раз меня уже выручал. Капец, конечно. Но вытащил все равно. Ну все, сейчас вывернуть колесо в эту сторону. И центрирующая втулка должна выйти. И не забудьте что-нибудь подставить, потому что с рейки сейчас масло польется. Ну вот, втулочка у нас в руках. Сейчас переместимся на верстак. Нужно будет достать сальник. Итак, втулочка. Вот сальничек. Нам сейчас нужно его достать. Сальник будет меняться, так что не жалеем. Можно даже его сломать, распилить. Также грайвером. Приступаем. Ребят, достал сальничек, но ничего критического в нем не вижу. Возможно, просто от времени задубел и не плотно прилегал. Втулочку я промерил. Втулочка в размерах, не сильно изношена, пойдет. Так что устанавливаю обратно втулочку. Таким образом она там сидит. И запрессовываем сальничек. Эти сальники для валов рулевой рейки. Размер у него 28, 38 и 9 миллиметров. Для оправочки использую головку на 27. Она практически в размер сальника. И осаживаем вот этой пластиковой накладкой вниз, соответственно, чтобы кромка сальника была наружу. Осаживаем до тех пор, пока сальник не упрется в центрирующую втулку капролоновую. Немного смазываем сейчас солидольчиком или консистентной смазкой. И идем устанавливать. Оправочкой забили втулку и ставим стопорное колечко назад. Ставить, конечно, а не вынимать. Я когда вынимал, почувствовал себя стоматологом. Просто село колечко. В дальнейшем, чтобы прикрутить тяги, ослабил втулочку, которая прижимает шток рулевой рейки к валу-распределителю, потому что сейчас при протяжке тяг нужно будет воздействовать на шток рулевой рейки, и он будет в какой-то момент вращаться. И чтобы воздействия не было на валораспределитель, сильных маленько ослабил, потом тяги протянул, затянул вот эту втулку прижимную. Ну вот, ребятки, все новенькое поставил. Слева и справа. Сальничек на месте. Смазал все солидольчиком. И шток рулевой рейки тоже смазал, чтобы валораспределитель гулял хорошо. И теперь достаточно залить в гидрач масло и выгонять воздух. Но сейчас пока не смогу это сделать, потому что вот этот движочек
готов к демонтажу. Пришел новый двигатель и будет замена. Сейчас подтяну вот эту втулочку прижимную, чтобы не забыть. Слава богу, здесь втулочка находится в более доступном месте, чем на Шкоде у меня. На Шкоде данную манипуляцию сделать надо еще изловчиться. Потом еще подрегулирую, посмотрю, если туго будет вращаться вал распределитель. Ну все, можно ставить хомутики на место. Обжимаем обязательно металлическими хомутами, не какие-то там пластиковые кабельные стяжки, а то некоторые ставят кабельные стяжки и думают, все у них хорошо, но нифига. Ну вот и все, ребятки, с течью рейки разобрались. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет еще много интересного по этому вот движочку, замена. Еще по электрической части там куча всего. Так что пока. Ставим палец вверх. Салют.